Капли дождя стучат по мостовой. Над Матлавой нависли серые облака, а Гданьск раскрывается совершенно с другой стороны. В такую погоду город становится особенно уютным. Сегодня мы покажем, как превратить дождливый день в настоящее путешествие, полное впечатлений, тепла и неожиданных открытий. Поехали вместе исследовать дождливый Гданьск. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Обязательно. Короче, ребята, 12 часов дня, дождя нет, просто пасмурное небо. И я уже изучил, как можно провести время в Гданьске, если даже идет дождь, и плохая погода, и солнца нет. В общем, здесь есть отличные торговые центры. Отличнейшие. Вот один из называется, у них там есть Балтика Гданьск, есть форум Гданьск. Мы едем в этот форум, а этот торговый центр форум находится прям как бы возле всех архитектурных сооружений, возле старого города. Там рядышком есть и корабль-музей. Вот мне хочется зайти в корабль, именно посмотреть вот корабль. И вот этот Журав, современный Old Port, самый первый кран, где вручную поднимали грузы. Это тоже интересно посмотреть. Сейчас отправляемся гулять по Гданьску. Едем в торговый центр, потом там сразу же как бы он находится в центре города, где основные достопримечательности: каналы, кораблики, там музеи, Журав этот, ну и так дальше. Едем, друзья, в автобусе. Находимся, друзья, в центре города сейчас. Вот сзади меня видите уже такие величественные архитектурные сооружения. Но мы туда позже собираемся пойти. Кстати, моросит немножечко дождик уже. Планируем пойти в торговый центр. Так, друзья, смотрите, пицца-автомат. Не знаю, как он работает, кто там выпекает, но здесь можно заказать себе 34 злотых пицца, 33, так, в общем-то, вот вам, понимаете, пиццу, да? Ну хорошо, тут есть еще несколько вариантов. Давайте, например, вот эту вот. Все, сразу тоже платишь, и где-то вот здесь вот выезжает пицца. Все, друзья, идем в форум Гданьск, торговый центр. Соня, хочешь погулять, что-то выбрать, купить себе? Вот так вот здесь. Красиво, атмосферно. В дождливую погоду одним из лучших мест для отдыха становится форум Гданьск. Современный торгово-развлекательный центр в самом сердце города. Здесь можно не только пройтись по магазинам известных брендов, но и уютно провести несколько часов, наслаждаясь атмосферой, вкусной едой и видом на историческую часть Гданьска. Под одной крышей расположены десятки магазинов, рестораны, кафе и зоны отдыха. Это место отлично подходит как для семей с детьми, так и самостоятельных путешественников, которые хотят переждать непогоду с комфортом. На улице начался дождь. Погода такая, знаете, лечь где-то под плед, пить чай. Никуда не хочется уже идти. Мы поднялись на уровень фудкорта. Огромнейший фудкорт. Много разных ресторанов. Много людей очень. Но мы хотим пойти рядышком. Тут есть Макдональдс. Может, там больше места, больше свободных мест есть. Здесь вон там Макдональдс, там все было занято вообще, забито все. Так, друзья, нужно перебежать под дождем. Ну давай. Идем в Макдональдс. Дождик идет, не погода вайповая, классная, короче. Конечно. Супер. Все, нам очень повезло, у нас супер крутое место.
И мы садимся здесь и сейчас заказываем мега-супер меню. Заказываем Макдональдс через мобильное приложение. Так, смотрим. А? Ресторан вначале надо выбрать. Да, выбираем вначале ресторан. Вот он у нас, Гданьск, форум, подъем -1. И выбираем вкусняшки. Так, принеси нам наш заказ. Мы заказали чизбургеры обычные, классические. Dzień dobry, smacznego. Добрый. Jak tam wszystko w porządku? Картошечка фри. Классика жанра. Чизбургер. С одним, блин, тут один, смотри, сколько соленых огурцов. Один огурец, мало. Я тоже. А было больше раньше здесь огурцов. Тут один соленый огурчик, вон там, несчастный. Кетчуп не надо, нет? Ой, как хорошо на улице после дождя, как атмосферно. Короче, просидели мы полдня в этом торговом центре, в Макдональдсе. Вот такой у нас отдых получается. Вот, ребята, почему я и говорил вам, что в Гданске очень пригодится вам такая вот одежда. Водоотталкивающая курточка. Все, мне очень комфортно в ней. Единственное, что вот если вы зайдете в помещение куда-то, то в ней душно становится. Она такая, знаете, ткань. В торговом центре я полностью снимал ее, на улице я ее одеваю. И я могу спокойно сейчас гулять даже по старому городу. И любоваться архитектурой. Вот я в старости. Соня оденет жилеточку сейчас. Все, и идем гулять. А я вам скажу, что даже вот при такой погоде атмосфера вообще еще, можно сказать, по-своему такая, такая. Ну да, вчера мы вечером здесь были. Вчера мы были здесь вечером, то, конечно, тут все вот это светилось такими красивыми подсветочкой, знаете, как вечерком как. Так, друзья, внимание, входим в какие-то ворота, где люди приковывают себя наручниками. Тут, видно, какие-то пытки были, да? О, Оля, смотри, это... Вот такая вот. Опять пустился небольшой дождик. Но, друзья, несмотря на это, смотрите, сколько туристов. Мы входим в самый, как бы, так сказать, это длинный переулок. Блин, нормальный дождь такой пустился. Ой. Прогуливаясь по улице Двугой, сложно поверить, что большая часть этих зданий была восстановлена практически с нуля после Второй мировой войны. Сегодня это сердце Гданьска, где ежедневно проходят тысячи туристов, чтобы почувствовать дух старого города. Ну, как вам сказать, не очень комфортно гулять под дождем, конечно.
комфортнее, наверное, все-таки сидеть где-то вот под таким вот накрытием, пить кофеечек. Ну, посмотрите. Там люди идут, все с зонтиками. Сзади меня идут, спереди идут. Короче, это улица Двуга. Длинная. Так вот она и называется. Здесь вот эта ратуша. Есть обменники валют. Кафешечки. Ну, в общем, туристическая такая популярная зона. Мы выйдем сейчас к каналам. Мы идем, чтобы выйти к воде. А вот и знаменитые вафельки. Гофры. Да, вечером здесь вообще по-другому все. Конечно, можно везде заходить внутрь вот этих всех помещений. Все вот это вот смотреть там. Это музеи все получается. Ратуш головного места, музеум Гданьска вот это. Главная ратуш города. Вот это вот, главная ратуш города. Музей. Вон она в меньших масштабах. Так, друзья, вышли вот мы Пшистань Пассажирска. Смотрите, ребят, Пшистань Пассажирска, Жеслуга Гданьска. Вот здесь вот, я так понимаю, кораблики отправляются по каналам. Водные экскурсии. Можем вот так вот внизу пойти, кстати, если хотите посмотреть. Оль, ты не хочешь снизу так вот пойти, не? Возле... Пешеходный мост через канал. Вот видите, как устроено здесь красиво. Ну, а мы двигаемся посмотреть самый старый подъемный кран, с помощью которого поднимали грузы еще вручную, журав. Вот мы вчера были на этом, возле памятника, как он называется, Вот оно написано. Вестерплате Гданьск. 75 злотых ребенок, 100 злотых взрослый. Вот этот кораблик проплывает возле этого памятника Вестерплате. Но мы туда доехали на автобусе нормально. Ну, разве что просто посмотреть виды по каналам. Ой, смотри, какой-то мост разворачивающийся, смотри, он крутится впереди. Интересно. В общем, я почитал, журав — это кран, который помогал разгружать и загружать корабли. Но так как там механизмы были, еще в то время не было таких современных механизмов, то это все вручную, там крутили колесо какое-то и поднимали грузы. Итак, друзья, экскурсия на этом кораблике из пристани Гданьск, центр, старый город, к памятнику Вестерплате. Вы плывете, любуетесь видами. 100 злотых взрослый билет, 75 детский. Касса находится вот здесь, вот прям. Так, ребята, подходим к мосту. Вот этот мост, он как-то вот так вот крутится. Я просто не понял еще. Ага, тут под ним же лодочки проплывают. И вот журав знаменитый. А вон корабль-музей, в который я хотел зайти, внутрь корабля этого. И там прям туда можно зайти, в этот корабль, ребята, Солдек, и посмотреть, как устроен вообще внутри быт моряков. И как этот корабль устроен. Вот, друзья, перед вами журавль этот, вот он. Сверху символ этого крана. В общем, это такое, как сказать,
механизм, который помогал загружать и разгружать корабли. Старинный кран, журавль. Внутрь можно зайти, посмотреть устройство, как все там работало. Вот мы под этим журавлем. Вот он. Сейчас посмотрим. Слушайте, вон там можно выходить туда на него. Вот смотрите, такие работали колеса огромные, крутились. Вон они, огромнейшие прям. Офигеть. Короче, друзья, вот видите, в этих колесах люди, вот там вот как белочки были, как хомячки. Вот они бегали там, вот на вот этих вот там перекладинки, и могли поднять вес 2 тонны на высокость до 30 метров. Этот кран мог разгрузить. И обе пары, тут два пары, видите, два пары колеса вот эти вот, могли поднять 4 тонны на высоту 11 метров. Вот такой вот был кран. Такой вот был кран. Чудо техники, вот он. Смотрите. Совдак. Вот этот корабль, он представлен как музейный экспонат. Можно зайти туда внутрь. До 5 часов вечера он открыт. Билеты недорогие, что до 20 злотых. Но вот мы сегодня, к сожалению, не успели сюда зайти. Может быть, получится, может быть, завтра зайдем. Так, ребята, проходим карусель вот такую вот. Такая простенькая каруселька. Мне кажется, она здесь больше даже для атмосферы. И вот смотрите, River Cruise, ресторан на борту вот этого кораблика. Вот он уже отчаливает. То есть ужин на борту корабля. И вот легендарное колесо обозрения. Гданьск. Ой, успел заснять вам. Это экскурсионный автомобиль такой. Отвалилось там кусок этого, сказать, обшивки. Короче, Гданьск, он такой, знаете, классный город вообще. Здесь много вот таких вот штук, таких вот, например, как эта кирпичная стена, смотрите. И вот эти дома, и вот эти шпили. Ощущение, друзья, как будто бы попали вот в те времена, если убрать вот эти все автомобили иностранные и оставить только вот архитектуру, то вроде бы перенеслись в какие-то 50-е. Подвалы Старомейска. Такой вход в подъезд. Старые дома. Как вам вообще, напишите в комментариях. Нравится в такую погоду гулять по улице, сидеть вот в таких вот кав'ярнях? Не успели выйти из одной улочки, вот открывается нашему виду вот такое прекрасное архитектурное сооружение. Ух, как! Слушай, это огромное вообще.
Одуреть можно. Короче, друзья, гуляли мы, гуляли. По итогу пришли, знаете куда? В Бедренку. Представляете себе? В Бедренку. Потому что нам нужно купить Соне вермишель, спагетти. Нужно приготовить там, короче, курицу нужно купить. В общем, еды надо приготовить. Сейчас погуляем по Бедреночке и будем домой уже направляться. Закупились продуктами на 2 дня. Нам еще нужно пожить и покушать. Мы возле вокзала сейчас находимся. Тоже красивый такой вокзалище. Можно так сказать. Вокзалище. И на трамвайчике будем ехать сейчас домой. Единственное, что, друзья, так напрягает, надо с пересадками ехать постоянно. Минимум 1 пересадка от нашей квартиры в центр. По-любому надо делать пересадку. Смотрите, как небо нависло прям. Так ощущается. Ух. Едем домой, друзья, погуляли целый день сегодня. Торговый центр, Макдональдс, Старый город, вдоль каналов прошлись. Нормально день прошел. Опачки, приехали. Все. 2 зонтика есть. Все на месте. О, хорошо. Вот сейчас как раз время погулять по ночному, по вечернему Старому городу. А мы домой уже приехали. Будем ужинать сейчас, кушать, отдыхать. Ну что, ребята, вот мы пришли уже к своей квартирке. Будем отдыхать. Уже встретимся с вами завтра. Завтра планируем поехать в Сопот. Независимо от того, будет дождь или не будет дождь, какая будет там погода, по-любому едем в Сопот. Сегодня мы поняли, что лето, в принципе, даже если что-то там чуть-чуть капает, такой дождик идет, главное, чтобы просто не ливень был. Можно гулять. Вы сами видели, в городе люди гуляют в центре города. Вот. Поэтому до завтра, друзья. Пока.